Приветствую вас, дорогие рукодельницы! В данном видео мы разберем с вами процесс вязания крючком узора с шишечками. Данный узор выполняется очень быстро, просто и легко, а применять его можно, например, в шапках, которые мы с вами, конечно, вместе свяжем. Затем можно использовать при вязании снуда. Ну и также можно, в принципе, домашние тапочки провязывать и верх провязывать таким узором с шишечками. При этом, что хочется отметить, данный узор можно провязывать, в принципе, любой пряжей и любым крючком. Все зависит от желаемого результата готового изделия. Поэтому берем пряжу, крючки и провязываем такие образцы. Для вязания образца я беру пряжу в 2 сложения, крючок номер 2,5. Делаю узелок и набираю цепочку из воздушных петель. Количество я набираю четное. Я набрала цепочку из 20 воздушных петель и обязательно смотрю по линейке. То есть образец должен быть шириной более 10 сантиметров для того, чтобы выполнить расчеты для изделия. И для того, чтобы вязать образец было удобнее, провяжу несколько рядов столбиками без накида. При этом делаю одну воздушную петлю подъема, крючок ввожу во вторую воздушную петлю от крючка, захватываю нить, провязываю столбик без накида. И в каждую воздушную петлю провязываю столбик без накида. В следующую крючок ввожу, захватываю нить, провязываю столбик без накида. И так провязываю весь ряд до конца. В завершении первого ряда еще столбик без накида, воздушная петля подъема, вязание разворачиваю и смотрите, за столбик предыдущего ряда захватываю нить, провязываю столбик без накида. За второй захватываю нить, столбик без накида. И второй ряд также провязываю полностью. В завершении второго ряда провязываю 20 столбик без накида. Делаю 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Вязание разворачиваю. Теперь вязание самих шишечек. Делаю накид и первую шишечку я провязываю за первый столбик без накида предыдущего ряда. Ввожу крючок в столбик без накида предыдущего ряда, захватываю нить и вытягиваю. Накид, протяжка 2, накид 3, здесь же 4, накид 5, протяжка 6, накид 7, протяжка 8. Равняю. Здесь аккуратно держу, захватываю рабочую нить и протягиваю ее. Провязываю. 1 воздушная петля. Так мы с вами получили одну шишечку. Делаю накид, 1 столбик без накида предыдущего ряда пропускаю, в следующий крючок ввожу. Протяжка 2, накид 3, протяжка 4, накид 5, протяжка 6, накид 7, протяжка 8. Равняю. Здесь держу, фиксирую, аккуратно протягиваю нить, провязываю ее, воздушная петля. Вторую шишечку получили. И таким образом выполняем все шишечки через 1 столбик без накида предыдущего ряда. На что хочется обратить ваше внимание. Количество накидов и протяжек может быть больше либо меньше. Все зависит от вашей пряжи и номера крючка. Допустим, 2 накида, 2 протяжки,
данной пряжей шишечка будет выглядеть так. Она менее объемная. Делаю накид. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Протягиваю нить. Провязываю, воздушная петля. А эта шишечка, наоборот, получилась более объемная, чем первая. Я же все шишечки буду провязывать, просчитывая до 8, как в самом начале. Поэтому эти две шишечки я распускаю и ряд довязываю такими шишечками до конца. Довязав первый ряд до конца, поскольку количество столбиков без накида у нас было четное, провязывали мы в первый, и у нас один остался. Здесь мы провязываем столбик с одним накидом. Делаю накид, крючок ввожу за столбик. Без накида предыдущего ряда, нить вытянула, накид провязала и сам столбик провязала. Выполняю 1, 2, 3 воздушные петли подъема, вязание разворачиваю, первую шишечку провязываю в столбик с одним накидом предыдущего ряда, делаю накид, вытягиваю нить 1, накид 3, 4, 5, 6 протяжка, 7 накид и протяжка 8. Захватываю рабочую нить, протягиваю, провязываю ее, воздушная петля, накид, и в следующих рядах шишечки провязываются над воздушными петлями, то есть между шишечками. Накид 1, захватываю нить 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Равняю, держу, рабочую нить протягиваю, провязываю, воздушная петля. И так выполняется второй ряд полностью. Накид и за следующий промежуток 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Протягиваю, провязываю, воздушная петля. Провязываем второй ряд полностью. Второй ряд мы начинали провязывать первую шишечку за последний столбик с одним накидом предыдущего ряда. Поэтому второй ряд завершается столбиком с одним накидом за шишечку предыдущего ряда. Делаю накид и крючок ввожу, вот оно, в провязанную шишечку. Захватываю нить, протягиваю, провязываю накид, провязываю сам столбик. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Вязание разворачиваю. И вязание с третьего ряда повторяется первый и второй ряды. То есть первую шишечку я провязываю за столбик с одним накидом предыдущего ряда. Делаю накид, крючок ввожу в столбик. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Рабочую нить протягиваю, провязываю, воздушная петля, накид, следующую шишечку провязываю за промежуток между шишечками за воздушную петлю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Протягиваю рабочую нить, провязываю ее, воздушная петля. И так выполняется вязание такого узора с шишечками.
Провязав всего буквально 3 ряда в высоту, мы можем уже воспользоваться линейкой и посчитать количество шишечек на 10 сантиметров. Образец вязания узора с шишечками готов. Ставьте класс к этому видео. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группы в социальных сетях. Прямые ссылочки на наши группы ниже в описаниях к этому видео. И тем самым вы всегда будете в курсе всех моих новых видео. Применяйте данный узор в изделиях с удовольствием. И до новых встреч!